Итак, всем привет! Всех с наступающим! До Нового года остается 3 дня, а возможно и 2, смотря когда я выложу это видео. Сегодня я хочу вам представить на ваш обзор поворотные тиски для фрезерной приставки. Ну, можно также их использовать для сверлильного станка. Ну и везде, где только нужны тиски. Много, конечно, таких роликов в интернете подобных. Ну, просто я взял, скажем так, принцип тисков один и тот же. Резьба и зажимная губка. Все. И, короче, просто я их доработал, сделал поворотными. Регулируется угол у них регулируется плоскость, поворот, ну и так далее и тому подобное. То есть для фрезерной приставки само то. Вот такие они у меня получились. Я думаю, видно. Изготовлено все, почти все на моем самодельном токарном станке. Вот на этом вот. Если кому интересно, у меня есть видео на канале. Несколько видео. Полностью вся эволюция этого станка. От и до. До последнего момента. Да, еще. Сейчас как раз сразу скажу. Пока не забыл. Короче, если останется время, если я не затяну сильно ролик длинный, в конце видео этого я покажу, как этот мой станок отрезает отрезным резцом. Обычным отрезным резцом. Никаким там не пружинным, никаким. Просто отрезным резцом. Я отрежу деталь. Это просто для тех, кто утверждает, что самодельным станком невозможно резать. Я все-таки научил свой станок отрезать, поэтому покажу в конце видео. Итак, а сейчас я их с тисы разберу. И потом уже вам в деталях все покажу, расскажу, как делал, что делал. Вот. Все, переходим на следующий дубль. Итак, продолжаем. Первое, с чего я начал, понятно, основание тисов. Это была цельная пластина, вот такой вот ширины, 25 сантиметров. От нее, отрезал щечку одну для щечки, а это была полностью цельная пластина. Пополам разрезал болгаркой. И дальше пошли у меня фокусы. Я в интернете для пробы купил фрезы. Двух видов только пока. 16 и 10. 10 мм, 16 мм. Думаю, попробую. Будет у меня станок работать? Нет, с фрезами. Оказалось, что фрезеровать намного проще, чем точить. То есть фреза не закусывает, фреза не ломает. Они просто грызут и грызут и грызут. 10 фрезой я прохожу миллиметр за раз. 16 фрезой я прохожу 2 мм за раз, за один проход. Вот. И в итоге профрезеровал 10 фрезой пазы. Но размеры я давать не буду, потому что если вы будете что-то делать свое, то по-любому, скажем так, будете под себя делать. И поэтому размеры тут произвольные. Профрезеровал пазы. Для того, чтобы вот эта вот губка ходила. И также с этой стороны прорезал 10 пазы и потом 16 под шляпку болта. Шляпка болта на 14. 10 болты с 14 шляпкой. И 16 прорезал. Чтобы тисы у меня ходили. Имели свой, скажем так, дополнительный разбег. Помимо продольной поперечной подачи. Вот. Ну и тут единственная сварка, где у меня не вышло фрезеровать, понятно, что приварил щечку. Но в будущем, я думаю, все-таки с помощью этих тисов я уже сделаю целиком основание тисов и губки выточу, губку еще одну, отдельно другую. И сделаю уже, чтобы не было ни люфтов, ни зазоров. Потому что у меня вот эту губку я точил, вот эту губку полностью, видите, я ее вытачивал тоже фрезой. Видно косячки, потому что я устанавливал все эти детали, я их устанавливал в резцедержку. Подкладывал подложки, выше, ниже выставлял, чтобы ровно все было. Но все равно не угадаешь. И поэтому у меня теперь сейчас получилось, что вот здесь вот эти расстояния, они немного поменьше. То есть губка, она получается, она играет.
Вот что. Я вот, ну, как вариант, конечно, есть сделать, как у китайцев. Обрезать вот эту вот шляпку. Засверлиться 2 болтика и пластину. И можно будет под пластину что-то подкладывать, подложки, и оно прижмется. Ну, пока азарт есть фрезеровать, я хочу все-таки сделать потом, в будущем, когда уже приставку полностью сделаю всю, сделать другие тисы. А эти пойдут вон на сверлильный. Там такая точность не нужна. И поэтому они пойдут в другое дело потом. Так, ну вот. Вот эту вот губку я сделал полностью из чугуна. Вот из этого вот куска. Вот. Так, видно? Видно. Отпилил. Вот от этой у меня наковальня была. Отпилил кусок. Дальше, зажимая в патрон, вывел все стороны. То есть параллелепипед. Оно видно будет. Да, вот патроном точно. Ну, в смысле, резцом вытачивал. Полностью все стороны вывел. Перпендикулярные получились. Параллелепипед. А дальше уже зажимал рецедержку, как я сказал. И все это дело фрезой выбирал. Ну, рифленку нарезал болгаркой. Вот. Ну, дальше винт, понятно, 12. Проточено на 8. Здесь отверстие на 8 внутри. И тут отверстие на 14. И дальше я теперь после показа вам, ну то есть застопорю здесь, чтобы уже их не разбирать. Плашка точена опять же в патроне. Тоже она видно проточку, вот она. Круги. Плашку проточил, просверлил 10 отверстие. Здесь в основании тоже отверстие, но только уже с резьбой 10. Все это закручивается, ставится. И получается, тиски готовы. Так, сейчас я опять поставлю на паузу, соберу тиски. И дальше покажу, как поворотный механизм сделал. Итак, тисы собраны. И забыл же вам показать, что сюда рычаг тоже вытачивал. На своем же станке. Выточил, нарезал резьбу. Внутри, снаружи на 6. И все теперь вставляется. Закручивается. Красота. Так, ладно, тиски есть, все, хвалиться хватит. Показываю дальше. Теперь поворотное само основание, поворотный стол. Взял пластину 16-ю. Зажимал опять в патрон. И вырезал. Ну, сначала я взял шайбу вот такую, сделал. То есть такой толщины. Потом проточил ее. И дальше уже по этому диаметру. Ой, извините, пожалуйста. По этому диаметру уже я делал здесь отверстие. Ну, то есть, чтобы шайба ходила. Дальше взял опять кругляк. Проточил. Здесь в шайбе. Ну, это с этой стороны сюда входит. Да что ж такое, извините еще раз, пожалуйста. Так, сбился. Вот, шайба входит сюда, только входит она так, чтобы не доставала, ну не выглядывала. Теперь выточил здесь. Опять же размеры произвольные, какой у вас металл есть. То есть вот я нашел кругляк вот такого диаметра. Проточил здесь, чтобы он вставлялся сюда. Чтобы он не выглядывал, чтобы он ниже был. То есть не так, не как вот так. Чтобы не мешал тесам. Просверлил отверстие в нем, 16-е. Здесь засверлился побольше, разрезал, ну как, резцом, короче, расшарушил, расточил отверстие. Обточил болт на 16 шляпку, чтобы круглая была, вставил все это дело, фаску сделал, проварил. И опять резцом все это сбил, плоскость ровную. И отметил центр. Потому что в будущем он пригодится. Знать, где точно центр нужно будет. Вот, и теперь это все вставляется вот так. Думаю, понятно, да? Вот так, вот так. Переворачивается. Вот, и у нас паз есть. И теперь я вытащил просто, опять же, взял обычную железку. Опять в патрон. И проточил такую шайбу, чтобы она была по диаметру этого отверстия. Все это дело вставляется.
Но это пока. На будущее, я думаю, вместо вот этой шайбы взять шестерню, выточить, чтобы было как делительное. То есть вот у меня центр, есть прорезь, центр. Чтобы шестерня остановилась, хочу так, чтобы шестерня остановилась и сюда шлицами попадала зубьями. То есть болтик и стопорит. Ну или стопорит. Сколько надо провернул, ну градусы, короче. Это понятно. Теперь дальше это все закручивается. Сюда прикручиваются тисы. И получается у нас, если эта гайка расслаблена, здесь будет вторая еще контрагайка и два рычага. Приваренные или как-то проточенные сделаю. Два рычага будет. Если мне нужно, например, зафиксировать тисы в каком-то положении, так вот, в горизонтальном, гайку полностью затянул и законтрагаил. Если мне нужно, например, круглый паз сделать или что фрезой, то есть, чтобы во время работы стол этот поворачивался, слегка отпустил гайку, опять законтрагаил и поворачивая рычаг, ну то есть, будет стол крутиться. Вот. Это понятно. Так, теперь устанавливаю, ну покажу теперь, как устанавливаются тисы. Они устанавливаются в два положения. Первое положение будет так. Ну, это без разницы. То есть положение поворотное сначала. Они у меня ставятся вот так. Болты не взял. Они у меня ставятся вот так. Так, я на 4 ставить не буду, потому что смысл всем понятен. Они закручиваются, по тае прячутся. И так как тут ни головкой, ни плечом не подлезть, я нарезал на них под шлицевую отвертку прорези. То есть 4 болта я затягиваю. И у меня получается, что они потом ходят куда надо. То есть, ну, дополнительный разбег. Вот так. Ну, короче, как вам надо, так вы их устанавливаете. Зажимаете сюда деталь и вертите ее как хотите. Ну, понятно, что когда полностью они закрутятся. Так, отвертки под рукой нет. Когда они полностью закрутятся, то они уже не мешают губке. Сейчас они упираются в губку. Теперь затянул. Ну вот, например. Вот. И у тисов получается очень хороший ход. Ну плюс еще 2 болта станет, то есть ход будет не такой, а примерно вот так. Вот так, наполовину будет ход. Короче, должна получиться очень удобная штука. Вот, а теперь покажу второй способ. То есть, когда я уже вот так сделал, хотел ролик делать, уже выкладывать. Ну, не то что выкладывать, хотел сделать его. И потом дошло еще, что можно сделать, модернизировать их еще, чтобы угол менять. То есть, я хочу, чтобы, например, вот у меня стоять вот так вот фрезерная приставка моя. Я хочу, чтобы тисы отклонялись еще, ну, то есть здесь они будут закреплены от оси вот так. И как у меня в голове родилась мысль, что можно будет обычной концевой фрезой резать ластохвост. Без использования специальных фрез, обычной фрезой можно будет резать ластохвост. Ну и сейчас это опять разберу и покажу, как устанавливаю. А хотя что, можно здесь показать вам быстро. Это откручивается. Это откручивается. Легким движением руки упал. Сейчас тисы полетят. Опа. Вот так вот. Вот эти 4 болта убираются в сторону, куда-то в ящичек. Теперь вытащил я вот такую вот еще приспособку. Ну, то есть болт, я его не точил. Вот это вот тоже с кругляка. Болтик с ушком, скажем так. Для крепления тисов. Ну, здесь в тисах с одной стороны резьба на 10, с другой стороны просто отверстие на 10.
для вот этого болта. Ну и ставится вот это ушко. Так, видно вам? Видно, да? Вставляется, закручивается. Не буду я сейчас сильно закручивать. Просто чтобы вам показать. Здесь откручивается. Вот только из-за того, что я сразу не... Как сказать, в мыслях не было делать такую вещь. Я пластину сделал немного узкую. Она у меня получилась узковатая. То есть, когда я сделал прорезь здесь, у меня получилось, что этот болт, этот винт, выскакивает. Пришлось делать дополнительную пластину для крепежа. Ну, то есть, чтобы болт не выскакивал. А так бы, если бы я сразу это рассчитал, можно было бы на сантиметр шире пластину сделать. Ну, уже что есть, то есть. И теперь вставляю сюда болт. Закручиваю. Вот. А сюда, так. Теперь надо тисы закручивать. Или откручивать, или закручивать, лишь бы, чтобы отверстия подошли. Так, видно вам хоть там? Видно, да? Вот они отверстия. И для этих отверстий уже я сегодня точил спецболты. Вот такие вот. То есть взял со шляпками обычными и сточил, чтобы они стали на 12. Здесь у меня прорези на 10. Короче, чтобы они не проваливались. Ну и опять же нарезал под шлицевую отвертку резьбу, прорезь. То есть это нужно для того, чтобы, потому что они уже будут наискось стоять, и шляпка будет выглядывать. И чтобы не мешало. Дальше мы вставляем это все дело. Закручиваем болты. Ну, будем считать, что закрутили. Опа. Здесь затягиваем. Когда выставили, какой вам нужен угол, просто затягиваем. Затянули. И получается вот такая штука теперь. Вот она будет стоять вертикально, а угол у нас вон какой. Ну и понятно, регулируя дальше резьбу, то есть закручивая, откручивая болты, можно менять угол положения детали. Вот, то есть ластохвост нужен сколько, я забыл, там 60 градусов, по-моему. Выставили как надо и фрезой уже дальше проходим. Я думаю, должен получиться. Ну, еще план такой, что можно будет, чтобы вот так вот постоянно не выводить с транспонтиром, с угломером эти углы. Когда сделаю уже эту приставку, можно будет сделать шаблоны. То есть под такими вот разными углами выточить куски железа шириной с тисы. Чтобы сюда просто как клин ставил и зажал. Как плоскости сошлись все, значит у тебя 60 градусов или 45. То есть полностью, чтобы было ускоренный процесс производства. Вот. И вот еще в планах у меня, я же говорю, сюда хочу шестерню сделать вместо этой шайбы. Как раз у меня будет, так, теперь шестерни, а в шестерне в той, которую я поставлю, когда я ее выставлю, например, вот сюда на этот зуб, в шестерне 4 отверстия сделать, ну на 10, чтобы болты, вот эти регулировочные болты, чтобы проходили через шестерню насквозь. То есть, потому что тут по-другому нужно или комплект болтов иметь, короче, длиннее, потому что, ну, понимаете, все равно в шайбу вопрется, и дальше вы не закрутите. А так через шестерню, ну, через отверстие будет проходить насквозь, потому что шестерня будет стоять для такого точения, именно для такого фрезерования, она всегда будет стоять в одном положении только. Отверстие всегда будет сходиться. Но пока так, это все плавно. Пока так уже, лишь бы это заработало. То есть тисы-то они уже работают. Нужно
нужно, чтобы фрезерная приставка работала. Вот. Это будет крепиться к подаче вертикальной на болты. Подачу вертикальную я хочу сделать со старой продольной, со своего старого суппорта, которая на трубках. Потому что фрезеруя, вот как я сейчас уже пробовал фрезеровать, я так понял, что фреза, она не дробит ничего, и старый мой суппорт пойдет на это дело. Там плотно, нормально вроде все. Попробую сделать с него. А нет, то попробую выточить ластохвост. И, короче, делов много. Так, вроде все рассказал, все показал. Сколько у нас тут сняло? 13 минут. Ну, короче, есть время у нас показать вам, как у меня отрезает станок теперь. Сейчас я настрою камеру и покажу вам. Ну что, начнем. Так, сразу предупреждаю, что во время, в момент врезания дробление есть, да. Тут не скрою. Но потом все-таки он отрезает. Ну, давайте смотреть. Момент истины. Заметьте, отрезал полностью, даже не обламывая ничего, дорезал прям. Ну и вот такие вот пятаки получаются. Так, сейчас я камеру поставлю и покажу. Ай-яй-яй, спотыкаюсь. Так, вот такая вот штука получается. То есть все-таки отрезать можно самодельным станком. Главное не опускать руки и не верить комментаторам, которые говорят, что этого делать невозможно. Возможно. Все режется, все получается. Вот. Всем удачи. До свидания. С Новым годом. Подписывайтесь на мой канал. В скором времени следующее видео будет фрезерная приставка. Самодельная для самодельного токарного станка. Всем удачи. Удачи на ваших каналах. Удачи в жизни. Все, всем пока.